Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. ВСУ провели беспрецедентную атаку на энергосистему ДНР, били дронами. В результате серьезно повреждены ряд ТЭС. Борис Леонидович, каковы последствия, сроки восстановления и в чем смысл атаки? И, собственно, как себя чувствует энергосистема самой Украины? Про Украину, я думаю, можно поговорить отдельно, но атака ВСУ была в ночь с 17 на 18, и две крупнейшие ТЭС, имеющиеся на территории ДНР, Зуевская и Старобешевская, были действительно серьезно повреждены. Разумеется, в открытых источниках подробного списка, что именно вышло из строя, нет. Ну, это, по-моему, достаточно понятно. Обстановка не позволяет таких вольностей. На 21 число то критическое состояние, когда 65% потребителей оставались без электроэнергии, не работала система водоподачи и водоотведения. Такой острый пик прошел. Будем надеяться, что дальше можно поэтапно как-то решить все оставшиеся проблемы. Понятно, что все очень непросто, но давайте попробуем поразмышлять, что может, ну, что могло происходить самое тяжелое. Самое тяжелое, это, конечно, какие-то проблемы в турбинном зале, то есть в сердце электростанции. В этом случае ремонт действительно может занять больше месяца. А отопительный сезон, хотя Донецк, конечно, это юг России, но тем не менее, с каждым днем все более прохладно, а для крупных городов, ну, я надеюсь, никому расшифровывать не требуется, что такое система водоподачи и водоотведения. Все это вызывает дополнительные сложности, даже вне зависимости от того, тепло или холодно у вас в квартире, если вы живете в панельном доме. На самом деле на территории ДНР, вернувшейся под наше управление, электростанций больше, но оставшиеся находятся в таком виде, что там, мне кажется, проще строить новые, чем пытаться ремонтировать. Такой обычный формат. При отступлении все, что можно отвинтить и унести, отвинчивают и уносят, в том числе крупное, тяжелое. Техники военной много, можно на чем-нибудь тащить даже большие трансформаторы. А поскольку каждая электростанция – это достаточно серьезный объект недвижимости, он тут же превращается в укрепрайон. Так что здесь ремонт можно начинать, наверное, при помощи бульдозера и экскаватора. В строю были две крупнейшие, но это не значит, что не было больше никаких. Есть небольшие электростанции дизельные, в том числе на котельных, и Денис Пушилин, выступая в СМИ по поводу произошедшего, сообщил о том, что первое, что будет происходить, это попытка перекоммутации сетей внутри самой Донецкой республики, то есть пытаться выяснить, где какие источники остались, может быть, подключить какие-то, в том числе и возобновляемые электростанции, ну, я имею в виду ветровые, солнечные, то есть провести такую ревизию в режиме, что можно сделать прямо сейчас, не дожидаясь принятия более серьезных мер. Может быть, это и выручает на самом деле. Что у нас было еще из официальных заявлений о том, что федеральное правительство обещает в кратчайшие сроки обеспечить дизельными электростанциями. Мы, к сожалению, это уже проходили. Напомню, энергетическую блокаду Крыма, когда до 70% спроса на электроэнергию удовлетворялось именно дизельными электростанциями до момента включения морского кабеля. Так что здесь, к сожалению, очень похожая ситуация, но одновременно с поставкой дизельных электростанций остров станет вопрос дизельных электростанций, потому что если брать такой город, как Донецк, то для того, чтобы его запитать вот на те же 70%, ну, по моим таким очень грубым прикидкам, потребуется порядка сотни тонн дизельного топлива как минимум. Может быть, даже больше, потому что, ну, очевидно, что подачу тепла, электроосвещения должны взять крупные ГЭС, вдоль станции водоподготовки и водоотведения должны стать целая цепочка дизельных электростанций мощностью 1-2 мегаватта. Ну, то есть достаточно такой большой, серьезный вопрос. Теперь, ну, опять же, вслух.
были ли предприняты какие-то меры, потому что ну, предсказать поведение киевского режима, в общем-то, несложно. Все, что может быть тяжелого сделано, то будет сделано. Ну, уже 19 числа мэр Донецка в ТАСС было сообщение о том, что все трансформаторные подстанции в Донецке снова запитаны, то есть сетевые перетоки какие-то прибыли. Ну, давайте думать, какие это могли быть. Традиционно еще с советских времен была целая система линий электропередач 220 и 330 киловольт между Ростовской областью и Донецкой областью. Они сохранились до 22 года. Трансграничные перетоки в обе стороны шли. Энергетики не очень любят ругаться друг с другом, понимают, что выручишь ты, выручишь и тебя. Вот. Но в силу того, что линия боевого соприкосновения рядом, сказать, что это надежные перетоки и все будет в полном порядке, ну, понятно, не приходится. Что если наносятся удары по объектам генерации, по подстанциям, по линиям электропередач, тем более никто не застрахован. Ну и кроме того, эти перетоки не были рассчитаны на то, что Ростовская область, да, у нее есть профицит мощностей, да, могли бы подать электроэнергию, но в любом случае это не тот объем, который позволит взять на себя обеспечение всей Донецкой области. Они были рассчитаны на то, что один из, допустим, энергоблоков крупных электростанций находится в ремонте, вот здесь выручить можем. То есть, соответственно, с одной стороны, возможность такая была, но, к сожалению, в тех условиях, в которых находится Донецкая Народная Республика, рассчитывать, что все будет в полном порядке, тоже не приходится. Начато строительство линии электропередач между Луганской и Донецкой Народной Республикой летом этого года. Здесь на помощь рассчитывать не приходится, потому что проектное время в течение 26 года должно войти в строй. Здесь не получается. Изначально, еще летом 2022 года, были восстановлены линии электропередач между Крымом и Запорожьем, между Крымом и Херсонской областью. Две линии по 330 киловольт сразу было сделано. Это было рассчитано на то, что это, ну, грубо говоря, в двух частях энергомост мощностью 600 мегаватт. Крым, да, с учетом того, что энергомост никуда не делся, мог бы в экстренном режиме выйти на помощь, и этого было бы вполне достаточно, но упирается в рваные сети Херсонской и Запорожской автономных областей, причины тоже понятны. Запорожская атомная электростанция на холостом ходу, в режиме холодного останова, то есть здесь поддержки тоже реализовать не удается. Значит, грубо, что есть? Есть небольшие котельные, небольшие электростанции, в том числе работающие в комбинированном режиме выработки электричества и тепла. Есть какое-то количество дизельных электростанций, в ближайшее время должны подойти новые. И какая-то возможность поставлять электроэнергию из Ростовской области и со стороны Крыма. Вот такая ситуация. По срокам ремонта никаких сообщений, кроме того, что вы слышали 18 числа, что ремонт может занять больше месяца. Что это? Если, допустим, это просто система вывода мощности, то здесь в какие-то сжатые сроки проблемы решить можно. Если пострадали трансформаторы, то это намного сложнее, потому что их нужно где-то найти, доставить, смонтировать. Действительно требуется время, особенно с учетом той логистики, которая сейчас имеется. Не все дороги безопасны, так скажем. Ну вот, если вкратце. Донецк в очередной раз выдерживает таких панических сообщений, а, видимо, именно на это рассчитывали киевские власти, вызвать панику в городе, вызвать недовольство властями. Ну, могу в очередной раз изобретателей киевских поздравить с тем, что у них снова ничего не получилось. Донецк, по-моему, переживал и более тяжелые моменты, а здесь, ну, по крайней мере, видно, что вся команда руководства республики прилагает максимум усилий для того, чтобы все проблемы купировать. Вот такая романтическая обстановка, к сожалению. Если немножко отстраненно посмотреть на произошедшее, ну, очевидно, те проблемы, которые необходимо каким-то образом суметь решить, несмотря на все, что происходит по ту сторону ЛБС.
Очевидным образом необходимо действительно закончить строительство линии электропередач между Донецком и Луганском. Не сказать, что в Луганске большой профицит мощностей, но тем не менее вот такая подстраховка, как показал нынешний случай, необходима. Луганск все-таки подальше, и там немножечко поспокойнее. Понятно, что очень большая проблема, если мы говорим про восточное направление Ростовской области, это то, чтобы вот здесь все линии электропередач, которые тоже частично пострадали, тоже были восстановлены, с тем, чтобы здесь возник, так скажем, ростовский энергомост. Что касается Крымского энергомоста, то претензии в адрес Министерства энергетики в данном случае отсутствуют. Линии электропередачи с Крыма были построены вовремя, все сделано, а то, что происходит с энергосистемами Запорожья и Херсона, ну, к сожалению, это ближе к военной стихии, так скажем. Хочется, конечно, использовать другие выражения, но, к сожалению, вот то, что есть. Что характерно, киевский режим не смущают ответные удары возмездия. Те, кто отдает приказы на нанесение ударов по энергосистеме Донецкой области, они и свое население, как бы это помягче сказать, не сильно ответственно относятся, страдают-то не они. Приказы отдаются из тех мест, где с энергообеспечением все в полном порядке. А что будет с их населением, ну, сказать сложно. Может быть, если на эту тему задуматься, то становится понятна причина, почему не уничтожается вся энергосистема Украины. Есть какой-то объем, который необходим для того, чтобы остановить военное производство, ту же логистику. Железные дороги Украины весьма основательно были электрифицированы в советские времена, и, соответственно, тягловая подстанция – это остановка железнодорожной логистики со всеми теми грузами, которые военные сейчас для себя требуют. Но не происходит того, что сейчас организовали в Донецке, чтобы весь город остался без электроэнергии, без тепла, без водоотведения, водоподачи. Такого мы пока не допускали. На мой взгляд, это больше соответствует тому, что называют цивилизованным правилам ведения боевых действий, а то, что мы наблюдаем со стороны Киева, ну, я предлагаю подобрать нужные слова каждому из вас, уважаемые зрители и слушатели, те, которые я подготовил, а я не проговорю. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Я предлагаю надеяться, что следующие новости из Донецка будут все-таки более оптимистичными, чем те, которые пришлось обсуждать сегодня. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.